Так, что у нас там по календарю? 18 ноября выходит Реран Емика. Нужно бы снять билд на эту тему. Что ж, я думаю, что мои постоянные зрители понимают то, что билды на моем канале теперь будут гораздо чаще, чем когда-либо были. Да, мне очень понравилось снимать билды для вас, но надеюсь, что вскоре они будут набирать гораздо больше просмотров, но для этого ты можешь мне помочь, а просто подписаться на канал и поставить лайкосик этому видео, и также написать в комментариях, что ты думаешь по поводу Рерана Емика и будешь ли ты ее крутить. А точнее крутить первый раз или же все-таки хочешь ей консты. Что ж, давайте нормально поприветствуемся. Охайо, дорогой путешественник, рада приветствовать тебя на своем канале. В честь предстоящего выхода первого Рерана великолепной лисицы Мика я решила выложить билд о ней, как ты уже понял, дорогой зритель. Я счастливая обладательница Емика с первого баннера. За эти месяцы, будучи ее мейнером, я многому научилась и хочу поделиться этими знаниями с тобой. Мой билд на простом языке, и вы сможете понять, как ущипнуть фигурально вашу Мику за хвостик. Начнем с маленьких и, возможно, глупых деталей, но которые также важны, если ты собрался играть за Мика. Играть в совместном режиме с другом, то есть с двумя лисицами, вы не сможете. Это будет просто бессмысленно. Потому что они как две хитрые лисицы из мема, сбивают друг другу тотемы. Кстати, о тотемах мы еще успеем о них поговорить. Правильная игра за Мика очень проста и при этом требует своей комбинации, то есть сначала поставить 3 тотема, чтобы те сложили в ряд треугольник, а потом только ударить кьюшкой. А дальше все по кругу, обновляя свои тотемы. С прибавлением каждого тотема до 3 максимум они увеличиваются. Сначала маленькие, затем чуть побольше, а потом оптимальный размер, который наносит уже нужный нам урон. Наша лисичка в своих лапках может держать много видов оружия, она не особо требовательна к сигне, как некоторые персонажи нашего Геншина. Ей достаточно дать казик, и уже хорошие цифры вам гарантированы. Вот, например, мое видео с казиком спустя пару дней после выпадения Мика. Учитывая маленькие таланты, это были потрясающие цифры. Атлас смотрится на Мика так же неплохо, как и казик. На данный момент я бегаю именно с ним, и Мика чувствует себя с ним комфортно. Цифры чуть меньше, чем у казика, но 8-12 тысяч съешки без бафов она вам давать будет стабильно. Все же сила атаки ей не так важна, как тот же МС или шансы с критами. Книжка, которую чаще всего называют просто Сигна Клей, не сильно отличается от Атласа. Съешки бьет 8-9 тысяч, учитывая, что это статы 100 на 200. Неплохой вариант, если нету того же казика. Но, думаю, лучше дать казик без пробуждения. Данная книжка все же больше всего подходит ее обладательнице Кли. А оружие из боевого пропуска. Мало кто обладает данным оружием, сама я не покупала бы этот катализатор, но посмотрела урон у других игроков. Мне кажется, он примерно стоит так же, как и Сигна для Кли. Все же из бюджета пока что казик стоит на первом месте. А остальные варианты, как мемуары, подойдут для новичков вполне. Экспериментируйте и находите лучшее решение для вашего оружия. Я все же топ-3 сделаю таким. Само собой, Сигна Емика, казик и Атлас на третьем месте. Артефакты. Я, как настоящий отский мейнер Мика, могу сказать, что я дождалась нужного сета для своей лисицы. В ее случае дела обстояли куда лучше, чем с новым сетом для Сяо. Но давайте по порядку. До появления этого сета вначале все бегали по 2 куска с гладиатором и по 2 куска с электросетом. Это был основной вариант, и я сама бегала именно с таким. Я очень долго фармила данные кусочки, и было очень обидно расставаться с ними, когда появился новый сет. Кто-то брал даже сет от Юмии, а также сет от Вал. Но ничего из этого особо не подходило, гладиатор и электро работали лучше всего. С появлением сета позолоченные сны жизнь игроков просто изменилась. Он добавил хорошее количество мастерства, что было необходимо лисице. В общем, если вы только ее выбили и не успели собрать этот сет, ставьте гладиатор и электро. Уверена, что у многих, как и тогда, что-то да и завалялось. Параллельно с этим советую фармить новый сет для Емика. Она значительно при появлении этого сета поменяла урон в лучшую сторону. Таланты.
Таланты качаются с Ешки, затем ульта, а потом уже стычка. Советую оставить 9, 9 и 9. Ну или же если вы влюбились в нее, как и я когда-то, то поставьте ей 2 короны. Это точно того стоит, уж поверьте. Ну еще вам придется проходить каждую неделю босса бал. Но после выхода Скоромыши она кажется слишком легкой, так что я думаю, с этим проблем не будет. Да и думаю, многие уже нафармили достаточно кусочков с нее. Появление дендростихии в игру явно не помешало лисичке. Когда ее выбивали полгода назад, многие не понимали, с кем и с чем ее ставить. Полгода назад все советовали о ней забыть и перестать ее выбивать, потому что она просто бесполезная. Сейчас же все пачки дендры не обходятся без участия Емика, потому что лучше, чем с дендрой она не играет, что дендр больше бьет при электро, что она больше бьет от дендростихии. Все остаются только при плюсе. Кстати говоря, пачка с Емика, то бишь команды. Я покажу вам немножко на экране, чтобы не перечислять ведь их огромное количество, да и на взгляд лучше осознать все самим. Давайте теперь подведем итог. Стоит выбивать Емика сейчас? Однозначно. Просто учитывая то, что у вас наверняка появился какой-нибудь дендер персонаж, и вы спокойно сможете поставить его вместе с Емика. Даже если вы никого не сумели выбить из дендер стихии, у вас также остается главный герой. Ну и по старинке никого не слушайте, если вам нравится персонаж по внешности и по сюжетке, спокойно выбивайте. Неважно на урон и цифры. Лично я с такими же мыслями и выбивала полгода назад Емика. И ни разу не пожалела. Игра с ней просто спокойное наслаждение, я не знаю, это просто великолепно. Она настолько изящная и плавная. Если говорить вкратце, то я советую вам спокойно ее выбивать и даже не сомневайтесь, что молитвы будут просто впустую потрачены. А на этом у меня пока что все. Обязательно пишите в комментариях, продолжать ли мне снимать билды и будете ли вы выбивать Емика. Всем пока-пока!